Белорусская армия на границе. Украина готова занять место Венгрии, а Илон Маск, вероятно, сходит с ума. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Украинский генштаб подтверждает атаку по нефтебазе в Энгельсе. Кто толкает Лукашенко к войне и причем тут Беларусь? Трамп угрожает Дании экономическими и военными действиями. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Украинский генштаб подтвердил атаку по нефтебазе в Энгельсе Саратовской области, которая снабжала топливом военный аэродром Энгельс-2. В результате удара украинских беспилотников начался масштабный пожар и звучало очень много хлопков. Российские власти подтвердили попадание в так называемый промышленный объект. Вот Энгельс горит до сих пор, нефтебаза. Издание «Астра» геолоцировало кадры с места происшествия, подтвердив, что удар пришелся по нефтебазе комбината «Кристалл», который принадлежит Росрезерву. Эта структура отвечает за хранение топлива для стратегической авиации. Позже губернатор Саратовской области опубликовал фотографии, совпадающие с видеокадрами, что подтверждает масштаб повреждений, но часть этих фото он все-таки быстро удалил. То есть это объекты предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, и они относятся к стратегическим целям. Тут можно напомнить, что к ним же относится все, что связано с горюче-смазочными материалами, производство, хранение, доставки их и так далее. На момент записи видео пожар продолжается, о жертвах и последствиях официальной информации пока не поступало. Удар по этому объекту может серьезно затруднить обеспечение топливом авиабазы, которая используется для ракетных ударов по Украине. Белорусская армия стягивается к границе с Украиной, об этом пишут мониторинговые ресурсы, но причин переживать нет, ведь Лукашенко говорит, что не получится втянуть страну в войну. Представляете, везде что-то, фермеры что-то ломают, навозом забрасывают, правительство, войны идут и прочее, вооружаются. А этот маленький островок, не такой уже маленький, как я считаю, но островок мирный, и вы знаете, им же жмет, там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним, все были в хороших отношениях. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Но кто-то точно старается втянуть Минск в войну, наверное, поэтому лукашенковская армия увеличивает контингент на украинской границе. Правда, официального подтверждения этому, конечно же, нет. А вот Минобороны республики тем временем проводит так называемый учебный сбор с военнообязанными территориальных войск. Ну а вас пока призываю оставлять свое мнение в комментариях. Это важно очень. Действительно, к чему готовится и готовится ли вообще к чему-то Беларусь. НАТО начинает масштабную операцию по охране критически важных объектов в Балтийском море. Альянс задействует около 10 кораблей, чтобы защитить подводную инфраструктуру, которая в последнее время все чаще подвергается атакам. Операция продлится до апреля. Основное внимание будет уделено газопроводам, интернет-кабелям и другим объектам, которые играют ключевую роль в обеспечении энергетической и информационной безопасности региона. Увеличение активности НАТО говорит о росте угроз, связанных как с диверсиями, так и с общей нестабильностью в этом стратегически важном районе. Украина готова занять место Венгрии в Европейском Союзе, об этом заявили в украинском МИДе, при условии дальнейшего сотрудничества Будапешта с Москвой. Если для венгерской стороны в приоритете усиления России, а не ЕС и США, то следует откровенно это признать. Украина будет готова занять свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия решит освободить его в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Если же Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, следует начать с того, чтобы не разрушать единство в ЕС. Украинские дипломаты ответили так на критику Будапешта по поводу энергетической политики Киева, подчеркнув, что проблемы на энергетическом рынке Европы вызваны действиями России. Венгрия и Словакия обвиняются в сохранении зависимости от РФ, что противоречит интересам Евросоюза. Об этом расспросили человека, который точно следит за всеми событиями, с Игорем Челенко, главой Центра анализа и стратегий. Те заявления, которые мы слышим сейчас в сторону официального Будапешта, они в который раз подчеркивают фактически роль
Орбана как определенного троянского коня для Москвы и, думаю, для Пекина в том числе, где Орбан пытается усидеть сразу на нескольких стульях, получая так называемые дешевые энергоносители со стороны кремлевского режима, но в то же время получая финансовую помощь от Европы, от Брюсселя. И как мы видим, да, есть определенные задержки, там, буквально миллиарды евро из-за состояния верховенства права в Венгрии, но тем не менее большинство из тех средств, которые должны были быть получены Будапештом, они получают. Все лучшее детям. В Ярославской области силовики устроили настоящее шоу. Ворвались на детский праздник в Карабихе, где попытались задержать Деда Мороза и Снегурочку. Все из-за того, что организаторы, а это местное отделение коммунистической партии, забыли уведомить власти о мероприятии. На видео видно, что праздник собрал всего около 100 человек, но даже этого хватило, чтобы вызвать панику у местной полиции. Ни полиция, ни администрация района, никакие меры антитеррористической безопасности не предприняты. Экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин уверен, что это провокация со стороны местных единороссов. Говорит бывший глава населенного пункта Дмитрий Шибаев, судя по всему, до сих пор не может смириться с тем, что КПРФ победила его на выборах. И вот теперь решил мстить. Неважно, кто пострадает, пусть даже дети. Но вот как прокомментировала представитель правоохранителей. Дедушку Мороза олени привезли, никто его не звал, дороги не перегорожены, меры антитеррористической безопасности не предприняты. Пока силовики срывают детские утренники, где-то в кабинетах чиновников продолжают пилить бюджеты. Видимо, бороться с настоящими преступниками сложнее, чем с аниматорами в костюмах. Но как думаете вы, в чем виноват Дед Мороз и Снегурочка? Ваше мнение пишите в комментариях. Это важно на самом деле. Может быть, мы придумаем им статью. Илон Маск продолжает жечь. Агрессивное заявление члена команды Трампа продолжает звучать теперь в сторону канадского премьер-министра. Под публикацией в соцсети X Джастина Трюдо о том, что Канада не станет американским штатом, Маск написал свой комментарий. Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты говоришь. Джастин Трюдо действительно объявил о том, что уходит с поста премьера, но он также остается исполнять обязанности до следующих выборов. А Илон Маск сходит с ума, так говорит его биограф, юрист и писатель Сет Абрамсон. Не доктор, я подчеркну, но тем не менее он отслеживает поведение Маска последние 2 года и сам называет себя его биографом. Я обоснованно считаю, что Илон Маск, возможно, сходит с ума, учитывая, что он признался во всех своих психических заболеваниях, употреблении наркотиков и парализующем стрессе. Теперь разумно опасаться, что он серьезно нездоров. Тут нужно заметить, правда, что Абрамсон сторонник демократов и в 2023 уже публиковал критические заявления в сторону Маска. Что на самом деле происходит с Маском и что это за новое веяние в дипломатии, что за новый тренд? Поговорили об этом с экспертом, с главой Центра анализа и стратегии Игорем Чаленко. Когда Трамп был президентом в первый раз, была пересмотрена зона свободной торговли, которая функционировала, по-моему, с 1992 года между странами Северной Америки. И Трамп в новых условиях во время своего первого президентства максимально ужесточил как раз условия работы непосредственно для канадского бизнеса и для мексиканцев, улучшив позиции для американского. Там, например, были вопросы о квотах для американских производителей молока в Канаде. Там где-то или 3, или 3,5% четко на канадском рынке фиксировалось за американскими производителями. Я думаю, что, скорее всего, сейчас Трамп хочет и далее идти политикой протекционизма своего производителя. И вот эти все разговоры о якобы 51-м штате также направлены на разбалансирование непосредственно позиции Канады. И, кстати, тут хотелось бы услышать позицию также и Великобритании. Ведь я напомню, Канада де юре имеет короля Чарльза III.
Сам избранный президент США продолжает серию странных заявлений. Теперь он объясняет то, чем шокировал до этого. А именно, почему ему так нужна Гренландия. Говорит, вообще не он это придумал. Гренландия нужна нам в целях национальной безопасности. Мне говорили об этом уже давно, задолго до того, как я выдвинул свою кандидатуру. Там проживает около 45 тысяч человек. Люди даже не знают, имеет ли Дания на это законное право. Но если да, то они должны отдать его. Я говорю о защите свободного мира, на который вы смотрите. Вам даже не нужен бинокль, посмотрите на улицу. Повсюду корабли Китая, российские корабли. В датском парламенте постарались смягчить ситуацию предположениями о том, что на самом деле имел в виду Трамп. Я думаю, что во многих отношениях это не вопрос о том, должны ли мы быть американскими или датскими гражданами. Это вопрос о том, должны ли мы, возможно, больше сотрудничать с США. Нас никто не должен покупать, потому что Гренландия не продается и не будет продаваться, но мы можем более тесно сотрудничать с США в области развития бизнеса. Вместе с тем, Дональд Трамп не исключил военного или экономического давления для покупки Гренландии и получения контроля над Панамским каналом тоже. Он заявил, что эти территории необходимы для экономической безопасности США. Трамп также повторил намерение ввести тарифы для Дании, если она откажется продавать Гренландию, и снова выразил желание превратить Канаду в штат США. Среди прочего, он предложил переименовать Мексиканский залив в Американский и грозил высокими тарифами Мексики и Канады. Чем все это закончится и что на самом деле означает эта череда заявлений избранного президента США, пишите в комментариях. Давайте вместе подумаем, к чему это ведет. Соратник Виктора Бабарика Иван Кравцов прокомментировал его неожиданную встречу с Романом Протасевичем. Говорит, появилось понимание того, что раскол общества, который появился в 2020-м, скрыть уже не получится. Возможно, идет процесс подготовки к тому, чтобы в ближайшие годы попытаться сделать так, чтобы в стране наконец-то не было политзаключенных. В последнее время появилась определенная практика на, скажем так, снижение накала. Выглядит Бабарика нормально, по словам Кравцова, но не подписывал прошение о помиловании, а его участие во встрече остается непонятным. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.